Ну, как вам сказать, кто только недавно подписан на канал, вы еще как бы меня не знаете, канал по большому счету, тоже не знаете, поэтому кратко расскажу, кто я такой. Кто я такой? Я человек, который находился 10 лет в тревожном расстройстве, то, что называют ГТР, да, генерализованное тревожное расстройство. Потом уже как бы с этого расстройства перешел в фазу тревожно-депрессивного расстройства. То есть меня уже замотало было серьезно, сильно и глубоко. Выходил я с этого состояния год. Мне понадобился год, работая с хорошим специалистом по КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Понадобился мне год, чтобы выбраться с того дна, в котором я находился. Для понимания у нас есть на канале ролик «Моя история», где я рассказываю, что со мной происходило. Там как бы не все, но многое там вы услышите, увидите, что со мной было. Таблетки, препараты я пил где-то на 4-м году, стимулатон, пил его, наверное, года 2. Стимулатон, антидепрессант. Транквилизаторы мне не выписывали на то время. Уже потом, когда меня сильно закрутила уже и депрессия, и сильная тревога, выписывали лирику, тот же стимулатон, по-моему, и лирику. Я только 2 раза ее выпивал, смотрел, как ее эффект, поэтому я знаю, как оно работает. Вот этот транквилизатор. Лирика — это противотревожная, по-моему, американского производства. Такая капсулка наполовину белая, наполовину красненькая. Такая капсула. Там, по-моему, дозировка 0,025. Если я не ошибаюсь, вроде бы такая какая-то дозировка. Там 0,25 или 0,025. Вот. Потом мне выписывали кучу препаратов, там, по-моему, в районе 6 препаратов, и мне нужно было пить там в течение дня 3 раза в день, суммированно около 10 вот этих таблеток и капсул. Но я ничего не пил. Я выходил с этого состояния без препаратов. Было очень тяжело, но оттуда выкарабкался именно без препаратов, применяя когнитивно-поведенческую терапию под чутким руководством, как я называю, моего учителя, специалиста в КПТ, девушки Анны. Она психолог. Вот она меня выводила с этого состояния. Так, вот я вкратце вам рассказываю, кто я такой. Был 10 лет, и мне на 9-м году я как бы начал работать вот именно с этой девушкой. И в течение года мне понадобился год, чтобы выбраться вот с этого состояния. Как один из подписчиков писал, как выйти на сухую. Вот вышел на сухую, как бы вышел с этого расстройства. То бишь мне понадобился год. Но каждому будет свое время. Каждому из вас будет свое время, поэтому рубашку мою не примеряйте на себя. Кому-то надо будет меньше, кому-то больше. Все зависит от разных, как вам сказать, от разных моментов, там и от интеллекта, и от глубины просадки, то есть вот от разных компонентов зависит выход с этого расстройства. А также, да, хорошего специалиста, это самое главное, чтобы был хороший специалист, который мог распознавать, понимать ваш язык, на котором вы пытаетесь объяснить, что с вами происходит, и исходя с вашего рассказа, с вашего диалога, давал вам поступательные рекомендации, чтобы выбраться вам с этого
Вас нашли в файлах Эйнштейна. Здравствуйте. Это шутят, да? Вот. Поэтому вот я вам рисовал, что я не просто какой-то там психолог. У меня, кстати, даже нету, скажем так, образования по этой специальности. Я тот человек, который через это прошел, но под чутким руководством специалиста, именно дипломированного специалиста высокого уровня, я вам бы сказал, высокого уровня, потому что тот специалист, который со мной работал, она много где училась. Это, по-моему, Россия, США и у нас в Беларуси. Вот, поэтому знания у нее были глубинные, масштабные в психологии, и ее знания помогли мне выбраться с того состояния, с той ямы, с того дна, в котором я находился. Вот, поэтому на этом канале я рассказываю, то есть беру свой опыт, вспоминаю, что было у меня. Весь канал состоит практически с моего опыта на 99%. Это мой опыт, что и как я делал в тех или иных ситуациях. Потому что в этом расстройстве с человеком много чего происходит. И вот этот клубочек постепенно нужно раскручивать, постепенно, понижая стресс, выходишь вот с этого состояния. Вот с этого замотанного, закрученного состояния, в котором тяжело разобраться. Потому что без знаний, без понимания ты как бы находишься в темном лесу, и дорожки выхода с этого леса ты ее не знаешь, у тебя ее нет. А наш канал, вот созданный нами канал, он показывает этот путь выхода с этого расстройства, с депрессии, с тревоги, как справиться с депрессией, с тревогой. И, кстати, когнитивно-поведенческая терапия, она очень эффективно работает со всеми расстройствами. Даже неплохо, не то что неплохо, а очень даже еще хорошо работает с биполярным расстройством, потому что биполярное расстройство, это идет уже физиологическое нарушение у человека в мозгу, именно вот этого обмена химических веществ в мозгу, вот это, что называют серотонин там, вот. И когнитивка довольно успешно тоже справляется с этим расстройством. Если обучить человека с биполярным расстройством, то он сможет довольно неплохо чувствовать себя, применяя приемы, понимая, как это все устроено и работает. При применении приемов он, скажем так, человек даже с биполярным расстройством может, как я сказал, уже подчеркну, неплохо себя чувствовать, если он, скажем так, все это изучит, поймет, приобретет определенные навыки, и он неплохо будет с этим справляться. Вот такое начало нашего сегодняшнего эфира. Рассказал вам еще раз вкратце, кто я такой. Кстати, наш канал существует уже, сколько, года 3, наверное, почти 3 года. 3 года наш канал существует. Скажем так, подписчиков у нас мало, потому что мы, скорее всего, наверное, попали в такое время, когда началось то, что началось, да, вот это, то, что идет, ну, понимаете вы. И вот когда пошли санкции и блокировки, мы как раз в это время мы стали запускать наш канал. Соответственно, что получается, мы попали на поле с камнями, да, там, где нам нужно было пахать, были сплошные камни, то есть, как бы, вот это вставление палок в колеса с этими блокировками, и с блокировками в России всяких гаджетов и так далее, там, и поэтому подписчиков, как говорится, у нас минимум мы не собрали за эти 3 года подписчиков, вот. Помог ли наш канал людям? Я знаю, что канал помогает людям. Уже некоторые люди, которые изначально попали на наш канал, то есть это там 3 года назад,
чуть меньше. Уже многие повыходили с этих расстройств, даже самостоятельно, без моего участия, я имею в виду без прямого контакта со мной. И некоторые люди связывались со мной, я тоже помогал выходить с этих состояний, то есть этих людей я знаю, что они повыходили, потому что я с ними контактировал. Но также по постам, которые тоже написаны людьми, с которыми я не имел контакта, и люди говорили: спасибо вам, вот я вышла с этого расстройства, с этого состояния, и это не один человек. Поэтому делаем вывод, что канал, наверное, неплохой, и единственное, что жалко, что никак он не двигается, и мало людей видят наш канал, на котором мы, проведя большую работу, мы со Славой потратили очень много времени и средств, проведя, я считаю, огромную работу, создавая этот канал. Я старался фокусироваться, анализировал, слаживать так, чтобы вы на той стороне как бы имели возможность понять то, о чем я говорю. И, видимо, у нас получилось. Потому что даже, как я сказал, без моего участия люди понимают то, о чем я говорю, правильно понимают информацию. Ну, конечно, есть, которые находятся под искажением, и они, как бы, я рассказываю одно, но они это видят по-другому. Но это работает, неправильные убеждения, они как бы влияют на мозг, и у человека информация искаженная. То есть я рассказываю одно, но человек как-то видит и трактует по-другому. Поэтому я говорю, что ролики нужно смотреть снова и снова. Одни и те же ролики смотреть снова и снова, и потом к тебе приходит такое осознание, ты врубаешься. Вот оно как. Почему я говорю, что делать так? Потому что это было со мной. Анна мне давала информацию, и я кропотливо эту информацию анализировал. Если я где-то что-то записывал, я перечитывал и пытался осознать, понять, что Анна хочет донести до меня. И вот, вникая в это десятки раз, перечитывая, переосмысливая эти вещи, то, что она сказала, постепенно до меня доходило. Вот это так работает. Это что такое осознанность, да? Осознание. Вот это способность, приобретение способности вникать в то, что тебе пытаются донести. То есть не просто это читать и не просто это смотреть, а вникать в то, что тебе говорят. Вот только так ты постепенно осознаешь, и у тебя там в мозгу срабатывают, как я называл, такие щелчки, когда тебе доходит, ты как бы, вот оно как. Ты как бы видел по-другому, а потом раз у тебя картина как бы выравнивается, ты ее осознаешь и понимаешь. Это так происходит. Кстати, вот был недавно, хотел бы, сформулирую пост, женщина написала, по-моему, с Украины, это буквально на этой неделе. Пост был написан по поводу нашего прошлого эфира, который мы делали. Вот эта картина, которая находится по мою левую руку, с вашей стороны, наверное, это будет для вас моя рука. Вот эта картина, она была перевернута вверх ногами. Мы ее специально не переворачивали. Я видел, что она перевернута, но пока мы здесь подготавливались, я как бы забыл про это, и стали проводить мы эфир так, как есть. Картина была перевернута. И перевернутость этой картины стали отмечать люди. Там
по-моему, 2 человека. Вот первый девушка отметила, а чего, Слава, здесь вопросы не идут? Пока не идут, да? А, не слушают? Ирина К. поддержала канал. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Слава, найди еще этого человека, который все время у нас, как зовут, ну, помогает нам скидывать на YouTube. Ренат, по-моему. Ренат, да. И вот эта картина стояла, она перевернута. И дело в том, что, по-моему, имя Татьяна написала: Александр, эфир хороший, но переверните, пожалуйста, картину. Потом на этот пост реагирует еще одна девушка, женщина, еще одна с Украины, и пишет: вы как психолог должны помогать людям, а значит, должно быть так, чтобы фокусация нашего внимания именно была на вас, чтобы нам лучше усваивать вашу информацию. Но ваша перевернутая картина, она раздражает. И вот это, мы это делали не специально, просто так получилось, что картина была перевернута. Дело в том, что вот на такие вещи нестандартные будут реагировать люди-перфекционисты, те люди, которые будут иметь такую ошибку в мышлении, что мир идеален, Поэтому они будут раздражением реагировать на те вещи, которые как бы находятся не на том месте, на которых они должны быть в их видении. Вот такие люди, они, не осознавая этого, они могут быть как сказать, вот дома, да, в семье, как такие полицейские, они все время будут терроризировать семью. Они будут, вот, например, пришел ребенок с улицы, снял там кофту, бросил ее на диван. Тут же, либо это будет отец, либо это будет мать, который с перфекционизмом, идеальностью. Тут же он на повышенных тонах будет даже немного кричать на ребенка: повесь кофту. Я тебе сказал, повесь кофту. Понимаете, то есть вот на такие поступки люди-перфекционисты, они сразу будут реагировать. Но что происходит? Это, когда человек с этими убеждениями, по факту он получает регулярный систематический стресс. Понимаете? Вот это его раздражает, а это и есть стресс. Раздражение — это и есть стресс. Там, в той или ином уровне, но это тоже считается стрессом. И поэтому такой человек, он на всех будет повышать голос и заставлять что-то сделать так, как хочет он. Это вы можете замечать в своих семьях, если у вас кто-то из семьи перфекционист. Это будет отчетливо и хорошо видеть. Такие люди будут постоянно цепляться, чтобы ты, вот, например, повесил кофту прямо сейчас. Чтобы ты кружку, с которой попил чай, обязательно там, образно говоря, помыл и поставил на то место, где она должна стоять. Не дай бог ты ее ставишь на столе, тут же у него будет реакция на эту кружку, это будут повышенные тона, такого как немного агрессии, понимаете, вот это будет возникать у человека-перфекциониста. Но, скажем так, если ты дома еще сможешь всех построить дома, да, то есть отмуштровать, задолбать мозги, и все начнут тебя слушаться и делать так, как ты хочешь, то на работе, в каком-то обществе у тебя это не получится. Ты не сможешь изменить всех людей. Но схема мышления и реакция человека, она будет распространяться во всех сферах. Как человек реагирует дома, точно так он будет реагировать на работе. Его будут раздражать коллеги, те, которые поступают не по его видению. То есть постоянно раздражать. То бишь, по факту получается, с ошибками в мышлении, с ошибочными убеждениями человек, Ирина, здравствуйте, человек, он по факту попадает в такой хронический стресс. Он попадает в хронический стресс.
а этот стресс потом начинает накапливаться. От стресса вы знаете, что проявляются болевые ощущения. Как правило, это головные боли. Это на первом месте. Если человек в регулярном стрессе, то у него очень часто болит голова. Очень часто болит голова. Плюс это будет внутреннее напряжение, раздражение в теле. Это будет напряжение мышц. И поэтому, находясь в хроническом стрессе, он постоянно имеет такую накопительную форму, как правило. Он накапливается, накапливается, накапливается. Если ты еще молодой, как-то справляешься, да, вот это ты не замечаешь, организм быстро все это перерабатывает, гормон стресса утилизирует, то и еще вот эти убеждения, они как бы не сильно по тебе работают, они не сильно укреплены вот в твоем мозгу. Со временем это укрепление идет в мозгу, и реакция, она более бурная происходит на ситуацию, понимаете? Оно зачастую даже, если вы за собой не наблюдаете, оно спонтанно получается, автоматически. То есть ваша агрессия, реакция на некую ситуацию, она будет происходить автоматически. Даже есть такие моменты, когда человек отреагировал так на некую ситуацию, потом начинает вешать на себя негативные ярлыки. Вот какая я дура, вот зачем я крикнула на ребенка. Сначала это происходит автоматически, а потом тут же человек может на себя негативные ярлыки вешать, расстраиваться. То есть вот это все происходит из-за неправильных убеждений, из-за схем мышления. Из-за наших схем мышления. Неправильные схемы мышления формируют у нас неправильные убеждения. Из-за неправильных убеждений у нас идет неправильная реакция. И мало этого, человек еще вот эти вещи тяжело объяснить, ты попадаешь под искажения. То есть ты видишь ситуацию, либо то, что тебе сказали, твой мозг воспринимает не так, как тебе это сказали. Ты эту ситуацию, это вот как фантастические вещи происходят. Человек, вот как бы вам на примере привести, вот попытаюсь вот снова вернуться к нашей картине и попытаюсь вам зачитать пост. Вы слушайте внимательно, как реагирует женщина на картину, а потом реагирует на мои слова. На мои слова. Так, сейчас я тут у нас включу интернет. Так, захожу на наш канал. Угу. Так. Сейчас нахожу этот пост. Так. Здравствуйте, хотел вам сказать. Так, немножко не это. Так, вернемся. Где? Так, найти бы этот пост, блин. Маргарита. Ага. Вот наш диалог, как бы. Угу. Вот есть. Все открыл. Сейчас буду зачитывать. Вот смотрите. Женщина пишет. Картина как специально для невротиков. Кто обратил внимание, и его это раздражало. У того ОКР и невротики и так далее. А я что немножко в шутку, я написал, она выявляет людей, перфекционистов с идеальностью. Ну, я немножко, как бы тоже такой юморной парень. Так, женщина пишет, перфекционистом, но если для вас идеально картина вверх ногами, тогда я тоже психолог. Видео ничего не должно раздражать, а наоборот, все должно способствовать принятию информации, а не отвлекать людей. Я пишу человеку, но я ведь не так сказал, как вы услышали про картину. Тут, видно, Светлана снова обращает внимание на мой комментарий.
уже вникает, переосмысливает и пишет. Саша, я не обратила внимания на картину, если бы не комментарий женщины. Я невротик со стажем, на антидепрессантах 7 лет, прошла депрессию периодически на транквилизаторах. Смотрел вас, пыталась вникнуть, но, к сожалению, мне никак. Я с Украины. Писала с точки зрения всех перечисленных моих диагнозов. Картина триггерит людей, которые пришли за помощью. А нашими бедами как раз и болеют творческие люди и перфекционисты. Поэтому вы действительно написали правильно, но не для людей, которые хотят услышать вас. Видимо, это один из фактов, почему я вас не услышала. Вот, видите, женщина заметила вот этот момент, что она находится под искажением. То есть, то, что я ей написал, смысл моей трактовки совсем не такой, как она дала мне ответ. Но потом, видно, вернувшись снова к моему комментарию, увидела его правильно. И вот так это работает на роликах, ребята. Когда вы находитесь под искажением, когда вы будете находиться под искажением, ваш мозг, он как специально вам неправильно будет выдавать, понимаете? Вот то, о чем я рассказываю, оно как будет вот, как будто ты, вот, извиняюсь за такую терминологию, прошу извинения. Вот такая распространенная, помните, термин такой был: смотришь в книгу, видишь фигу. Вот это примерно так получается. Когда человек под искажением, его мозг не так видит информацию. И почему я говорю, что вы снова и снова, постепенно, вы свое искажение начнете выравниваться, и поэтому вам будет такой момент, постепенно вы начнете более правильно видеть то, что я рассказываю. Вот это такие способности мозга, когда мы находимся в определенных убеждениях неверных, то через призму своего глаза мы неправильно видим либо ситуации, либо неправильно трактуем то, о чем нам говорят. Понимаете? Вот помните, я рассказывал еще про Николая, когда он говорит, писал мне и говорил: Александр, мне после вашего упражнения спина болит. То есть упражнение на расслабление, старая бабка. И я так задался вопросом, думаю, а почему у Николая после упражнения болит спина? Кстати, этот случай уже рассказывал. И когда мы с ним созвонились по WhatsApp, по видеосвязи, я попросил его сделать упражнение, и он стал его делать. И дело в том, что тело как бы у него не обмякало, он вниз так вот не расслаблял его, а он закидывал корпус свой вперед, вот как гусь становился, да, вот корпус вперед закидывал. Да, конечно, будет болеть спина. И тогда вот эта мне мысль пришла, я думал, почему люди видят не так, как я показываю. То есть, вот в тот момент мне пришла эта мысль, и я стал искать ответ. Почему делают или понимают не так, как я говорю. И потом я понял, что это именно из-за вот этих искаженных схем мышления у тебя искажается реальность. Ты как бы видишь по-своему. Твой мозг это воспринимает по-своему, а именно исходя из схем мышления. Вот я потом как бы решил этот ребус. И вот комментарий Светланы, по-моему, Светланы, мне еще раз это доказал, что из-за схем мышления люди видят информацию по-другому. Говоришь так, а человек трактует по-другому это, понимаете? Вот. Вячеслав, молодцы, что не сдаетесь, работаете на чистом энтузиазме. Кому надо, тот услышит. Побольше вам благодарных зрителей. Ваши методы работают. Спасибо. Ирина, вы одна из тех
подписчиц, вообще подписчиков, которые пришли к тому, либо вы были те, которые умеют поставить себя на место другого человека и понять этого человека. Вот вы понимаете. И еще мы хотим поблагодарить Ренат Назмеев. Рената. Это тоже один с наших подписчиков, понимающий человек, который на протяжении долгого времени нас поддерживает финансово. Поэтому большая вам Василий тоже. благодарность, а также Василию, а также Светлане, Светлана, Светлана, Ирина. Ирину, вы уже про вас сказали. Вот. Были еще люди, но они, видно, вышли и пропали. Вы люди, те, которые могут поставить себя на место другого человека. То это, к чему я веду, как бы один из моментов моего обучения, это умение ставить себя на место человека и понимать, почему так. Почему этот человек делает так. Умение, знание схем мышления дают тебе понимание человека. И способность поставить себя на место человека, ты можешь понять, почему человек делает так. То есть ты на месте его умеешь исходить из его реальности. Из его реальности. К сожалению, многие люди этих вещей делать не могут. У них нету такой способности. Это первое. А второе, как я сказал, что у нас очень много людей, в должествовании, что им все должны. Понимаете? Но дело в том, что никто никому ничего не должен. Если ты не брал, это мое глубинное убеждение. Если я не брал что-то у кого-то, либо не обещал сделать, то я никому ничего не должен. Понимаете? И то здесь бывает ситуация, что ты можешь пообещать что-то сделать, но у тебя просто какие-то произойдут обстоятельства, и ты не сможешь это сделать. Но как бы можно сделать потом. Просто я не просто так это говорю, потому что уже за 3 года я сталкивался и не раз с такими ситуациями. Когда люди били в грудь и рвали тельняшку, и как я говорю, я за язык не тянул, которые обещали, да я там поможем, там т-т-т-т-т, а потом все. Вот, понимаете? А как я еще говорил, как вам сказать, постоянно работать на энтузиазме это тоже невозможно, потому что везде нужны деньги. Да, расскажи, что у нас есть программа, что многие не знают. Да, везде нужны деньги, потому что мы живем в таком мире в современном, что куда ни крутанись, везде надо платить. И когда я в магазин прихожу, продавщицы, кассиры не вскакивают и не говорят: о, Александр пришел, людям помогает. Возьмите молока, яблочек, да, там еще чего-нибудь. Потому что людям помогает. Вот. За все надо платить. И поэтому вот, Ирина, я понял, про что вы написали, как бы. У нас уже дело в том, что, смотрите, по большому счету, когда человека выводишь с этого расстройства, меняешь схемы мышления, приводишь к более глубинному пониманию сознания, то по большому счету у нас получается сообщество единомышленников. Вот это называется единомышленники.
когда у людей совпадают взгляды, там, образ жизни и так далее, вот эти люди называются единомышленники. И поэтому вот эти люди, они контактируют между собой. Потому что у нас очень много схожего. У таких людей очень много схожего, у них практически одинаковые интересы, и поэтому вот они группируются в такие ячейки. Ты же, например, если, скажем, так, ты любишь там оперу Бетховена, например, а другой любит там арию, рок, да, то вы вместе не скооперируетесь, потому что тебе не нужен этот рок, а ему не нужен этот Бетховен. То есть вы вместе, как правило, вы не пойдете в этот театр. И если вы ему будете рассказывать там про какие-то такие очень тонкие, какие-то там музыкальные вещи, это человек, который слушает рок, он тебя не поймет, потому что у тебя будет, как вам сказать, это типа того, один говорит на английском, второй на русском, и друг друга не понимает. Вот это примерно будет происходить так. А именно вы будете общаться с тем человеком, который тоже именно любит это направление, например, Бетховена. Вот вам тогда будет о чем вместе поговорить. У вас много будет как бы предлога для размышлений, там, для общения, то есть именно от совпадения вашего видения и ваших вот взглядов, там, убеждений. Вот, поэтому я и говорю, что по большому счету где-то я вам, я вам перестраивая ваши схемы мышления, ваш мозг, делаю клоном себя. Ну, вот в плане мышления. Потому что, исправляя ошибки в мышлении, мы примерно одинаково думаем. А поэтому нам интересно друг с другом общаться. Вот. Вот как это происходит. Так. Поэтому, Ирина, спасибо за понимание. Спасибо за понимание. Дело в том, что мы уже вот такие вещи интересные происходят. Вот тех людей, которых я помогал, да, выходить, которые связывались со мной, там, объяснял, что, как, куда, ну, то, что консультациями там называется, ты человека как бы обучаешь, потому что психология это тоже язык. Ты ему объясняешь, он осознает, понимает, там, и потихоньку он изучает этот язык, изучает. И потом со временем, вот, например, мне какой-то человек в WhatsApp пишет, задает вопрос, я ему даю ответ, и он уже понимает смысл моего ответа, он уже понимает то, что я хочу ему донести, даже уже не встречаясь лично вот, в видеосвязи, понимаете? Но это приходит со временем. Это то же самое, вот снова берем этих двух иностранцев, да, англичанина и, ну, на русском языке, русскоговорящего. И когда вы вдвоем начинаете общаться, например, ты начинаешь к этому иностранцу прислушиваться, начинаешь понимать некие его слова, афоризмы, там, так потихоньку ты начинаешь его понимать. А также ты потихоньку тоже начинаешь уже разговаривать тоже на его языке. Понимаете? Вот здесь вот так оно происходит. И потом уже через какое-то время вот общения этих двух людей ты уже неплохо разговариваешь на его языке. Дело в том, что я в детстве, в школе, уже были последние классы, и мы попали, как бы нас повезли в Польшу, там как такой был интернациональный как бы лагерь. Мы должны были попасть в интернациональный лагерь. Это было под Краковом. То есть нас собрали в Беларуси детей, школьников, и мы поехали. Нас повезли на автобусе вот в этот интернациональный лагерь. Но получилось так, что лагерь этот как-то еще не достроили. Но нас уже привезли, нас распределили по семьям, по польским семьям. И вот мы с братом двоюродным попали в семью, как бы в польскую семью.
А сколько мы там были, я вот уже, дай бог памяти, то ли 2 недели, то ли месяц, то ли месяц. И что интересно, когда привезли новую смену, а мы уже уезжали, и вот привезли, это польская семья, у них тоже были дети, и вот они взяли нас двое, у них двое детей, или трое, уже не помню было. И вот мы там у них жили, общались. И когда уже пришло время нам уезжать, нас привезли на точку сбора, где завозили как бы новые новые, вот, блин, на языке болтается, вспомнить не могу. Когда в лагерь приезжают. Новую смену, завозили новую смену, и вот они выходили, а мы садились. А там пришли люди, которые тоже уже разбирали вновь приезжих по семьям. И как бы стоит женщина, и она вот как бы говорит, вот, ну вот этих детей как бы можно в нашу семью. А парень стоит, ну, они не понимают, о чем говорят, а я уже понимаю, что эта женщина говорит, и я как бы перевожу. Эта женщина увидела, вот, что я разговариваю как бы уже, ну, более-менее на польском языке, и она оба на меня говорит, вот его, говорит. Я говорю, нет, мы уже уезжаем. Вот так-то работает и психология. Этот язык ты изучаешь и постепенно вникаешь, понимаешь, осознаешь, и потом ты уже тоже можешь общаться на этом языке. То есть, по большому счету, ты становишься тоже психологом, отчасти. Ты тоже становишься психологом, потому что ты, пройдя этот путь, получив эти знания, ты как институт прошел. Ты как прошел институт обучения, подготовки психологов. Понимаете? Вот. Вот оно как работает. Так. Ну что, если у кого какие-то вопросы, накопившиеся за это время, или у всех все хорошо, вопросов нет. Или у всех все хорошо, вопросов нет. Так, что бы еще, ребята, хотел коснуться по поводу того, что происходит кругом нас. Дело в том, что сейчас очень много стресса. Очень много стресса. И поэтому ваша цель и задача — это через тренировки стать стрессоустойчивым. Потому что все негативное, которое окружает тебя, оно влияет на твое сознание. Я в острой фазе невроза, я была готова платить любые деньги, только бы мне помогли. Видимо, зрители данной аудитории не относятся к этой категории. У них терпимое и неверие поможет. Так, Ирина, вы меня провоцируете на развитие вот этого диалога дальше. Вот то, что вы все описываете, дело в том, смотрите, я вам сейчас всем объясню. И, Ирина, вы меня поймете. Потому что мы испытываем в этом неврозе все одинаково. И поэтому я знаю, как думаете вы, как думают другие. У меня тоже такое было. Я когда находился в этом состоянии, я готов был отдать все, что у меня есть. В буквальном смысле слова. Все. А особенно вот когда ты попадаешь на человека, который тебе реально помогает. И я помню, готов был собрать свой чемодан, собрать туда вещи, пусть извинит меня моя жена, и поехать к Анне, жить вот здесь с ней где-то рядом, в соседней квартире, в соседней комнате, чтобы, если что, когда меня кроет паника или мне становилось плохо, чтобы она мне подсказала, что делать. Понимаете? И вот тогда, да, ты готов отдать все. Как только, да, человеку становится хорошо, то он возвращается на старое. Ой, блин, все, жадным становится, понимаете? Вот эти крайности. Когда тебе плохо, ты готов отдать все. Но как только выздоровел, то тебе и копейки жалко становится. Понимаете, как оно работает?
Вот тогда ты готов отдать все. А здесь и копейки, как говорится, ломаной жалко становится. Но дело в том, смотрите, вот, что мы вот делаем, например. А где-то такой фломастер был такой. Вот. Есть. Вот. Так. Вот представьте, что это флешка, да, вот это флешка, да. Ну, флешка, которая вставляется в ноутбук, либо в какой-то компьютер, сюда переносится вся информация. Вот эти же вопросы, их же легко, они решаемы, но сейчас я могу получить в ответ кучу каких-то негативных, в мою сторону критики и так далее. Вот мы берем флешку, вот вставляем в компьютер, записываем всю информацию, переносим сюда. Кстати, для безопасности, ну, на всякий случай, думаем, мало ли чего там, ну, каким-то образом пропадет наш этот весь канал, то у нас мы скачали на диске, у нас он хранится. То есть, берем флешку, скачиваем, сносим, оставляем 3 ролика. Ну, образно оставляем 3 эфира. Все. Остальное все закрываем, сносим. И даю адрес. Город Заславль, возле Рогнеты, Дом культуры. Каждое воскресенье в 6 часов вечера. Флешка стоит 50 тысяч рублей. Это сколько там? Ну, это 50 тысяч, $500. 600. Ну, $500. Либо вот, если кто не с России не понимает, там $500. И поверьте, что часть с вас, где бы вы не были, там, на севере, там, еще чего-то, если вам реально помогает эта информация, то вы любыми путями бросите все, любыми путями вы приедете сюда. Вы приедете сюда. Потому что ты будешь готов отдать все деньги. Понимаете? Вот. Я просто понимаю, как это работает. Вот если тебе кто-то помог, хоть что-то помогло, вот в этом неврозе, почему? Потому что ты скитался годами, искал помощи, перебрал кучу специалистов разного направления, и мануальщиков, и иглоукалывания. Я рассказываю про себя, как со мной было. И психотерапевтов, и психологов, и таких вот как-то, типа как колдунов, там каких-то своими какими-то способами, они там чего-то крутят, бабки, детки, как я называю, всех, и тебе никто не помог. А вот здесь человек, раз ты вот, он тебе давал, и ты заметил, что это помогает это. И все, и ты никогда в жизни его не бросишь, ты за ним поедешь на край света. Потому что ты осознаешь, что если не он, я буду жить в этом аду всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Сейчас вы многие скажете, ой, так психологов, ой, целый интернет, там то-то, 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 то-то. Там то-то, 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 то-то. Ребята, это только может, да, вы можете сказать тех, кто находится в легком, ребята, состоянии. Вот как сказала Ирина, тех, кто не понимает, их, наверное, еще не прижало. Но когда ты находишься, как я говорю, по самые помидоры, полностью, ты когда закручен, оттуда выбраться, ребята, очень сложно, очень, без помощи вообще невозможно. Без хорошей помощи оттуда выбраться невозможно. Это то, что было со мной. И если бы не Анна не раскрутила мой этот клубок постепенно, которым я был закручен, то меня бы уже, возможно, не было. Меня бы уже, возможно, не было, я говорю, как есть. Потому что я был уже в глубокой депрессии, и мне уже приходили суицидные мысли. И если бы не она, но меня бы уже, возможно, не было. Вот. Поэтому для понимания. Так. Вячеслав Воронин. Без Бога все ноль. Да, Вот, кстати, Вячеслав. тебе писала Вячеслав. выше желудок там. Вячеслав, вот вы пишете, без Бога все ноль. Тогда я вам задам вопрос, а почему Бог не помогает вот всем тем, кто здесь?
Ведь здесь не только, скажем, ну, мы люди разные, да, там кто-то, ну, жил по-своему, как-то, каким-то образом. Но почему много людей попадает в это расстройство именно набожных людей? Именно набожных людей попадают в ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства. Я против Бога ничего не имею. Я знаю, что Он есть, но только не в таком понимании, не в вашем понимании. Я знаю, какой Он есть. Понимаете? Я знаю, что такое частичка Бога внутри нас. Я знаю. Это нейросеть. Потому что Бог это есть Вселенная. Это энергия. Энергия. Понимаете? Вот. Поэтому, как говорил, есть поговорка: на Бога надейся, но сам не плашай. Понимаете? Вот. Так, что ты говоришь, вопрос? Да, мне тоже очень хотелось жить с вами в одном подъезде. Ирина, вы не одна так говорили. Я знаю, как оно работает. Тут у меня, вот вам еще раз... Вот, Александр, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит? Так, сейчас, так, Ирина, сейчас здесь вопрос. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему так происходит? К примеру, вчера был весь день тревога и дискомфорт от тахикардии, а сегодня целый день желудок ноет и жжет. Завтра не желудок, так другое. Смотрите, тревога, это вот это желудок, сердце, там, рука немеет, ноги немеют и так далее, там в голове черти знает, что происходит. Это все делает тревога. И тревога, она как бы, смотрите, фокус внимания смещается в то место, где более ярко. Вот приведу вам пример для вашего понимания. Помните, вот все время так шутили, прикалывались, то, что называется. О, у тебя, говорит, болит зуб, подойди, ударь ногой по косяку, да? То что произойдет? Начнет болеть нога, то ты про зуб забудешь. Но это не значит, что зуб, он там не болит. Просто твой фокус внимания перейдет туда, где хуже, да? Где болит нога. А если усилилось там большее проявление, значит фокус внимания оба сместился в другое место. Уже на желудок, уже ты про ногу как бы забыл, а уже ты на желудке висишь. То есть на его проявлениях, понимаете? Вот так оно работает. И здесь самое главное, один из моментов, почему невроз он очень коварен, я уже сколько рассказывал, он такой мозг хитер и все время провоцирует человека на страх. Меняя симптомы, он все время провоцирует человека на страх, и человек постоянно пугается. А когда ты отмечаешь некое проявление страхом, то тут, соответственно, ты подкрепляешь идею мозгу, что это опасно. И поэтому он каждый раз тревожится. Он каждый раз пугается и тревожится. Понимаете? Вот почему здесь ты идешь как бы в противовес своим рефлексам. То есть мозг тебе командует опасность, там что-то делает и так далее, а тебе нужно ничего не делать. Тебе нужно учиться не реагировать. Вот эти проявления. Это один из моментов. Но у меня есть ролики, как я и с кардионеврозом работал, какие я техники применял. Это мои наработки. То, что рассказывала Анна, и, когда меня обучала, то это то, что я вам рассказываю, это не все ее рекомендации. Я какую-то часть придумывал сам, экспериментировал и применял, понимаете? То есть это мои наработки. Вот. Поэтому вот у вас и будет фокус внимания смещаться то. И со всем этим надо работать. Вот ты постоянно, как я уже объяснял, ты как гладиатор. Ты в центре круга, а на тебя с разных сторон то одно, то второе, то третье нападает, и ты все время отбиваешься. То с одним работаешь, со вторым, с третьим, в зависимости от того, что у тебя происходит. Вот. В материальном мире все находится по собственному желанию, решили отдельно пожить от Бога. Тут уже тему пошли.
в материальном мире все находится по собственному желанию. И решили отдельно пожить от Бога. Поясните вот свою фразу, что значит в материальном мире решили пожить отдельно. Ну, в другом мире, то типа уже там будет по-другому. Здесь решил, по типу, без Бога жить, а в материальном мире решили пожить отдельно. По типу, Ну, вот другой мир придет, посмотрите. Ну, в другом мире Вот. в другом. Кстати, этот вопрос изучал ну и смотрел много вещей про потусторонние миры. Эту тему, если коснуться, я тоже много чего изучал, чего знаю, могу тоже бесконечно рассказывать. То есть я посвящал время, когда вышел с невроза, вот создавали мы канал, я еще в это время изучал такой вопрос, как сверхспособности человека. Сверхспособности человека. Наши способности у нас, как сказать, далеко мы не все делаем то, что мы можем делать. То есть это сверхспособности нашего мозга, сверхспособности, и они очень сильны. Они очень сильны. Очень сильны. Поэтому это такая отдельная, отдельная история, вот рассказывать про сверхспособности, а также вот что такое есть Бог. Что такое есть Бог. Дело в том, что у каждого понимания, вот то, как я и говорю, вот все говорят, вот, а Бог, а я всегда задаю вопрос, а что есть Бог? Вот что в вашем понимании такое Бог, да? И все так, и объяснить не могут. А я изучал этот вопрос. Я видел, смотрел ролик женщина, у нее есть тоже сверхспособность, она вводит людей в такую состояние как-то, как вам сказать, как-то это слово, Вводит, гипноз. Ну, есть отчасти, это и есть гипноз. Ну да, гипноз, как бы Ну, погружает. скажем так, в такое состояние Нирваны. Да, состояние нирваны, то есть она, так я понимаю, где-то на каком-то уровне, да, она проводник, она отключает людей от реальности, и кстати, вот то, что я рассказываю, если кто-то сильно тревожный, то лучше слушайте. Либо воспринимайте это, это не доказано, за сказку. То есть я вот сижу и вам рассказываю сказку такую. Так вот, вводит человека в определенное состояние, и получается, что у человека выходит душа. Это энергия. Душа – энергия, то есть душа – это есть энергия, а энергия – это есть душа. Вот. Выходит с человека энергия, то есть его энергетическое тело. Это не поле, это, скажем так, такое как электромагнитное электрическое поле, потому что мы состоим с двух сущностей, да, это телесность и энергия, то есть мы состоим с энергией и плоти. Поэтому, энергия, можно энергетически выходить со своего тела, зная определенные глубинные какие-то практики, эти вещи можно делать. Вот. И вот женщина, она, скажем так, выводила вот это душу, и душа начинает путешествовать. И вот когда душа вернулась снова в тело, скажем так,
потом уже, когда эта женщина пришла в сознание, то есть, скажем, после некого летаргического такого сна пришла в сознание, у нее стали брать интервью, она стала рассказывать, что с ней было и где она была. И вот там я понял, она была с Богом, ее водил Бог. И она описывает Бога. Говорит, она описывает Бога как энергетический сгусток. Вот она сказала, как лава. Он, говорит, не имеет четких очертаний, да, как мы, человек имеет четкие очертания, потому что мы состоим с плоти. А Бог это энергия, сгусток энергии. Он постоянно, как был текучий, мог трансформироваться. Как-то она объясняла, интересно, что раз, а у него как бы телесность вроде бы как просвечивается, но он весь такой, как она объясняла, он весь переливается, он как текучий, вот как вот разноцветная, с разными оттенками, отблесками лава, вот она все время текучий. И говорит, у него как бы раз, ног нет, да, он как бы раз, он все время видоизменялся. Вот это энергетическая концентрация, то есть это сгусток энергии, вот этот уже образ, отчасти видимый этой женщиной образ, я так понимаю, это концентрация большой части энергии, как бы ты ее как бы сжимаешь, и тогда какие-то очертания получаются, понимаете? Но он с ней разговаривал, она слышала речь. Изначально она говорит, он как бы у меня за спиной находился, и она так интересно рассказывала, говорит, а давай вот туда, подлетим туда. И она говорит, что они как летали, они все время летали. Она ему говорит, давай выше, давай вот туда. И он так берет как-то раз ее, и они как бы полетели как птицы. Ну, там пересказать, вот я, когда смотрел этот ролик, у меня аж рот был открыт. Вот. Оно видно, что этот человек, эта женщина, которая рассказывала, она не придумывает. То есть, если человек что-то воображает и придумывает, ну, это как правило видно. Если ты немножко понимаешь, что это видно, что человек выдумывает, он задумывается, там потом говорит, а она на такой эйфории, и вот ее было не остановиться, она все время так как бы ее только вот вопрос задают, останавливали вопросом, какой-то вопрос ей задают, она так на секунду остановится, а потом да, там и начинает снова рассказывать. Вот. Поэтому, ну, в моем понимании, вот это и есть Бог, это энергия. Помимо этого, конечно, я думаю, мы еще тоже не одни существуем в этой вселенной, что много разных цивилизаций, которые существуют параллельно с нами. Вот. Не виден. Да, просто, ну, я думаю, где-то стоят какие-то блокаторы у нас в мозгу, которые не дают нам способности увидеть, например, присутствие вот этих иных цивилизаций, то есть жителей иных измерений, потому что, я думаю, есть намного цивилизаций выше нашей, намного развитой цивилизации, у них другие технологии, намного опережающие наши технологии, поэтому абсолютно это все может быть, что они во Вселенной передвигаются, как мы на машине передвигаемся в своем городе. То есть, ну, за счет своего прогресса и развития вот этих всех технологий. Так. Вопрос снизу. Значит, чтобы одержать верх над этими разными симптомами, надо не реагировать страхом на них, чтобы мозг понял, что эти симптомы не опасны, и тогда постепенно симптомы не будут меняться каждый день. Верно. Объясняю, симптомы будут меняться, но уровень их проявления, вот этих болевых ощущений, они равны нашему страху. Чем сильнее у нас страх, значит у нас будет сильнее боль, будет сильнее вот это более ярче проявление. И чем меньше у нас вот этот страх, то есть страх это стресс,
чем меньше у нас страх перед этими симптомами, то симптомы, они постепенно начнут терять свою силу. Вы это со временем заметите. Когда вы будете учиться не реагировать, не пугаться, то есть пугаться будет мозг ваш, он будет реагировать на эти проявления. То есть ситуация, мысль, эмоция, понимаете? То вы увидите, как постепенно с уменьшением страха будут уменьшаться вот болевые ощущения. То есть вот это принцип один, но также с этими всеми проявлениями можно работать визуализацией. Видеть, например, эти симптомы по-другому, воображать себе по-другому. Ну, например, приведу вам пример для вашего понимания. У меня один из моментов был очень сильный кардионевроз, очень сильный. У меня так сильно сжималась грудь, да, там билось сердце, вот то, что еще межреберной невралгией называют, там грудной жабой, там вот это все, что туда подходит, вот эти все названия. И у меня был сильнейший страх. Вот только у меня какое-то было проявление, вот, например, сжатие, вот только сжатие там какой-то степени в груди, у меня сразу мысль, то есть как бы инфаркт. Это настолько мгновенно и быстро происходило, что мысль ты не можешь просто отследить. Она есть, но ее скорость настолько быстра, что ты ее отследить не можешь. Сейчас объясню почему. Дело в том, что скорость мысли зависит, напрямую зависит от уровня тревоги. Дело в том, вот вы за собой замечали, что когда вы начинаете тревожиться, у вас поднимается уровень тревоги, вы иногда могли замечать, что у вас мышление начинает ускоряться. Потому что мы так устроены. Для чего? Тревога – это момент опасности. Понимаете? То есть тревога и организм сообщает, мозг сообщает организму, что опасность. Опасная ситуация, значит, что надо сделать? Надо найти быстрое решение, как в этой ситуации, что тебе сделать в этой ситуации. И значит, ускоряется твое мышление, чтобы ты быстрее выбрал какое-то решение, какой-то ответ на решение этой задачи, вот на эту опасность. А когда у тебя вот этот страх и тревога сильная, там плюс ты на страхе не можешь сосредоточиться, первое, второе, ускоряется вот этот импульс мысли, да, то есть ты ее в принципе не можешь отследить. Но я понимал цепочку, вот как оно работает. Понимание самой цепочки. Ситуация, мысль, эмоция, вот уже забыл. Ситуация, мысль, эмоция, проявление в теле. Дальше поведенческое. Дальше идет поведенческое. То есть избегание, как правило, человек начинает избегать. Вот. Поэтому я бил как бы в две точки. Одновременно ты учишься не избегать, вот это рефлексорное поведение. Второе, я работал с мыслью, я как бы в этот момент, вот только у меня шло проявление, и я как бы воображал себя здорового и говорил, я сильный и здоровый. То есть я менял себе картинку, и я прерывал вот эту связь, я как бы рвал эту цепочку, понимаете? Вот ситуация, мысль, и я бил в мысль, то есть я рвал эту цепочку, чтобы мысль у меня уже не сильно запускала эмоцию, понимаете? Вот. И тем самым, соответственно, проявление в теле. Потому как был сильный страх, то проявление, вот мозг реагировал сразу очень сильным страхом. Как только у меня начинало что-то, ну, какое-то проявление в груди сжимать там или что-то простреливало, у меня и простреливало, там чего только не было. Я где-то в ролике своем рассказывал. И у меня это уже потом было, это потом, это как паническая атака была, да, наоборот я называл ее. Поэтому можете применять вот этот прием. Я воображал, я себе говорил, я здоровый и сильный, это взял с книги Джона Кэха «Подсознание может все». Он говорил, если вы хотите здоровья, возьмите какого-нибудь животного или спортсмена и воображайте себе то, каким бы вы хотели быть.
Но я потом со временем пошел дальше, я стал налаживать на себя. Я не создавал себе картину впереди, перед собой, вот эту картину. А я начинал видеть в себе, себя молодого, какой я был до этого расстройства. Ну, скажем, в молодости, когда мне было 25, там, 25 плюс-минус лет. Я взял оттуда воспоминания, я еще тоже про это рассказываю, как бы берете фотографию, вспоминаете, вот какое время была эта фотография, какие вы тогда были, какие здоровые, красивые, и берешь вот этот образ, и я просто налаживал на себя. И вот так я работал. То есть, по большому счету, выход, выход с этого расстройства, если сказать, не ходить кругами, да, не брать широко, глубоко и не размывать, то это и есть самоисцеление своими словами и своими мыслями. Один из моментов. Вы вылечиваете сами себя. Петр Горяев. Квантовая физика, квантовая генетика. Сила слова. Мы лечим себя словом и мыслью. Понимаете? Вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. А симптомы будут меняться постоянно. Они будут меняться, потому что мозг будет постоянно хотеть вас спровоцировать на страх. Чтобы вы испугались, чтобы вы рефлексорно начали там убегать, там, чтобы особенно вот эти рефлексы, вот эти, понимаете, вот это и называется рефлексорность. Я помню потом со временем, когда оно уже немного ослабло, тебя постоянно оно дергает, то рука занемеет, то снова где-то жеманет, то где-то за грудиной. Но ты такой вот как, ты такой непоколебимый, вот оно есть, а ты не реагируешь, вот как будто у тебя нету. Мозг тревожится, проявление есть, а для тебя как будто нету. Понимаете? А для тебя как будто вот этого ничего нету, хотя оно у тебя есть. Хотя оно у тебя есть. Вот. И у меня долгое время вот эти все, ну тебя постоянно дергают, долгое время было. И оно еще даже, немножко были такие моменты, оно тебя уже так достает, что немножко вот как от нетерпения начинает тебя немножко подбешивать, понимаете? Да, сейчас симптоматика с онемением. Да, будут неметь рука, будут ноги такие, будут, кстати... Вам, если вы еще будете ходить в больницу, есть такой момент, ставят диагноз еще, но это я уже рассказываю немножко про другое. Это когда вас будут выматывать тревожность, средняя такая. Пока тебя кроет на этом страхе, ты этого ничего не чувствуешь. Но когда она приходит в такую, ты ее понижаешь до такой... до баллов 5-6, она невысокая, она постоянно на одном уровне, как я говорю, она не двигается ни туда, ни туда, то у тебя будет такое состояние вымотанности, да, как будто у тебя нету сил. Ты реально, вот я сказал, как будто нету сил, но в реальности вы будете себя чувствовать так, что у вас нету сил. Вам тяжело будет ходить, передвигаться, вы ничего не будете хотеть практически делать. Вы будете чувствовать себя вот таким все время как вымотанным. Сказать уставшим, наверное, немножко это слово не подходит, потому что когда мы физически поработаем уставшие, то усталость бывает приятной. А здесь именно как вот вымотанность такая. Ты вот как будто вымотанный в ноль, у тебя как будто нету сил. И вот если многие, мы же бегаете по больницам, ну, как я в свое время бегал, и врачи вам будут ставить такой диагноз, как астения. Астения. Вот. Но это не астения. Это не астения. Это именно делает так тревожность. Почему я так говорю? Потому что, когда мне удавалось ее выключать, то у тебя все, у меня и силы были, все было. Но как только она у тебя включалась, все, вот ты такой, как будто ты выгрузил там
вагон цемента, и у тебя нету сил, вот такое, как вымотанность у тебя. Ну, как только ты переключился, удавалось, вот она отключалась, все, у тебя все нормально, понимаете? Ну, а врачи, не зная, зачастую человеку ставят диагноз астении, там начинают таблетками пичкать. Еще такой момент был вот Алексея, которому я помогал выходить, да, уже вы мной, ну, скажем, старые подписчики, вы знаете, Алексей, у нас есть ролики на ютубе, прямые эфиры, вот там тоже участвовал Алексей. И вот когда он лежал в больнице, то ему тоже ставили вот этот диагноз астения. Он говорил, ноги такие ватные, ну, чувствительность слабая, такие вот, ну, он мне говорит, ноги ватные. Я говорю, это делает тревожность, у меня такое было. Вот, а ему ставили диагноз астения и там прописывали кучу разных таблеток. Но это делает всю тревожность. И самое главное понять, что бы с вами ни происходило, а с вами будет происходить много чего, как и со мной, много чего происходило. Это делает тревога. Вот это надо запомнить, как Отче наш. И я помню все время, вот у меня какое-то проявление, и я уже потом со временем, когда оно все теряло силу, там постепенно меркло, то есть слабо. И вот что-нибудь происходит, я говорю, это тревога. Вот раз там это, а мозг тебя пытается вот все время, меняя симптомы, спровоцировать на то, чтобы ты начал бояться, пугаться, как бы, да. И я вот как раз там чего-то пальцы, например, занемели в руках, или рука занемела, вот левая рука, это тревога. Там где-то что-то зажало, это тревога. Еще в такой момент, смотрите, здесь очень почему ты не можешь выйти с этого невроза, один из моментов. Потому что вся симптоматика, она полностью будет копировать физиологические болезни. Полностью, один в один. Это как лекало будет. И вот там будет такая мысль, а вдруг сердце, вот я уже и проверял сердце, вы уже и проверяли это сердце в 100 раз, кардиограммы делали эти там по 100 раз, там кучу анализов сдавали и так далее. И будет такая мысль. Вот я сдал там, все анализы сдал, врачи сказали, все нормально. Там проходит день, у вас снова пошло проявление. И такая мысль вот. Ну ты же сдал это как бы позавчера, это было позавчера, а вдруг сегодня у тебя реально сердце. И вот здесь такой момент, вот я сейчас это улыбаюсь, но тогда это не до смеха. Малейшая вот мысль, я их называл мысль сомнения. И я ее, осознавая, я сразу убирал. Я не давал такого момента, чтобы начинать ее думать, задумываться. Потому что как только ты ее начинаешь обдумывать, она и так у тебя тревожность вызывает какую-то. А если ты начинаешь ее еще думать, то все, у тебя пошла тревога. Как только ты начинаешь сомневаться. А вдруг я вот 2 дня сдавал, вот тогда не болело, а вдруг сейчас вот у меня вот реально, понимаете? И вот эти мысли, они будут постоянно. И пока вы за них будете цепляться, вы будете тревожиться, пока вы будете верить в это. Вы будете вот крутиться в замкнутом кругу, вы постоянно будете тревожиться. Сомневаясь, нужно вот эти сомнения убирать сразу. Мысли сомнений сразу будут запускать тревогу. А с этого состояния выходит абсолютная вера. Как только вы абсолютно придете к моменту, что вы поверите, что вы здоровы, вас все отпустит. Потому что ты убедишь мозг, что я здоровый, а значит мозг, хозяин, говорит, что я здоровый, то есть убеждаешь его, все. А значит, ты чего ему тревожиться, то есть устраиваешь убеждение. А пока ты будешь сомневаться, ты будешь тревожиться. Вот так это работает. И почему вот этот невроз, он очень коварный, и мало людей могут с него выбраться. Потому что самостоятельно, как я еще раз говорю, я говорю про серьезные уже просадки, не то, что там, когда у вас начались панические атаки, там, вы пошли там к психологу, таблеточек попили, либо отработали эти панические атаки, и все, и
Ну, про легкие я не говорю, я про серьезные просадки. Про тех людей, которые в этом неврозе, там, скажем, десятилетиями находятся. Там уже, где все, оно как букет, все есть. Вот оттуда тяжело выбраться, особенно самостоятельно, ну, это нереально. Там много всяких ловушек. Вот. Сейчас вы рассказываете про мое состояние. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Вот Ирина, у нас еще вот есть Ирина с Новосибирска. С Новосибирска, кстати, тоже женщина, 72 года. Вот вы как бы, Ирина вот выбралась, а вот Ирина с Новосибирска никак не может с этого состояния выбраться. Там главная система, выстраивать систему и страх. Смотрите, постоянно пугаясь, ты подкрепляешь у себя в мозгу, что это опасно. И поэтому мозг будет, он мало того, ты пугался, и уже когда у тебя что-то происходит, он начинает тревожиться, то есть тревога, все, он начинает бояться. А еще пугаясь, ты подкрепляешь эту идею, что это опасно, некого симптома. А нужно учиться как бы наоборот. Учиться не реагировать, мозг реагирует, ты не реагируешь. И вот так ты его переобучаешь. Но бывает, когда очень это все ярко и сильно, очень сложно. Как я уже рассказывал, применять, работать с визуализацией. Например, говорить «я здоровый» и воображать себе, насколько это возможно. Можно работать так. Но здесь главное нужно понять через... Смотрите, они все повторения, их много, но все равно они по очередности там то одно, то второе, то третье, оно все повторяется. Все оно повторяется. И когда ты обращаешь внимание, как оно происходит, ты видишь, вот как оно вот произошло, да, вот эти ощущения, ты их увидел, то у тебя остается постепенно в памяти. И ты постепенно с каждым разом, понимая, что с тобой такое уже было, то у тебя как, это называется как осознанность, понимание, что с тобой ничего не произойдет. Для чего, Александр, это Новосибирск, сейчас вы рассказываете про мое состояние. Смотрите, для чего это мозг делает? Для чего это мозг делает? У меня вот такие вопросы задавала девушка с Украины, беженка Таня, говорит, а зачем этот мозг издевается надо мной? Надо мной. Здесь, понимаете, как бы я сказал, двуякий момент. Первое, как бы все эти реакции мы делали сами, когда не понимали, что с тобой, ты этого пугался. А мозг это все запоминал. У тебя рука занемела, ты испугался. Мозг запомнил. Не менее руки это опасно. В следующий раз у тебя идет не менее руки. Все, в мозгу возникает автоматическая мысль, опасность. Там, оно ж какая трактовка идет, например, инфаркт, да, рука немеет, признаки инфаркта, там, сжимает это, не менее руки, ну, образно я говорю, правильно? А значит, у тебя идет что там? Работает катастрофизация. Ага, рука занемела, тут же быстро идет импульс, инсульт. Все, опасность. Для мозга это опасность. Все, у него тревога, страх, он сообщает тебе опасность, инсульт, понимаете? То есть изначально мы вот этой реакции неосознанно обучаем мы сами его. Обучаем сами его, и постепенно мы входим в такую фазу стресса постоянного. А потом все, потом там, как там происходит, вот мое предположение, у нас начинает понижаться уровень серотонина. Когда мы живем на стрессе, у нас никогда нету радости, начинает падать серотонин. А начинает падать серотонин, значит начинает появляться больше и больше страхов. Больше и больше начинает у человека формироваться страхов. Это, я думаю, непосредственно связано именно с падением уровня серотонина, гормона радости. И поэтому эти страхи у нас начинают множиться. Мы начинаем жить в мире, в опасном мире, понимаете? И потом вот в мозгу оно формируется, что мир опасен.
у тебя получается вот, куда бы ты ни пошел, про что бы ты ни подумал, у тебя все это вызывает страх. У тебя вот идет катастрофизация, мозг рисует, что это опасно, опасно, опасно. Дело в том, что даже люди, есть люди, они загоняются полностью, закрываются в доме, а потом, даже есть такие люди, которые с кровати боятся вставать. Вот, вот так их загоняет страх, понимаете? Вот. И вот поэтому мозг начинает так реагировать. Сначала реагируем мы, потом реагирует мозг. А потом уже автоматически ты его так обучаешь, и он начинает реагировать. Ну и дальше там начинает развиваться. За падением уровня серотонина начинают разные страхи. И смотрите, в чем еще вещь. Почему нужна в этом расстройстве последовательность. Последовательность. То есть делать некую процедуру раз за разом. Вот если вы пошли в магазин, у вас фобия, страх, магазин, да, вы заходите, у вас там кроет паника. Для мозга это опасность. Ну, образно берем, вот я вам на примере буду рассказывать. Если вы пошли в магазин, как бы пройти свой страх. Раз. Если вы выскочили от страха, выбежали с магазина, а оно так происходит, когда человек не понимает, там мозг выдает опасность, а значит работают рефлексы. Убегай, все, человек с магазина выскакивает. И если человек выскакивает с магазина, мозг запоминает это место как опасное. То есть оно было опасное, ты выскочил от страха, ты подтвердил эту идею, что оно опасное, в мозгу осталось. Нужно заходить, вышел, постоял, тебя кроет, 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 и спокойно вернулся обратно. То есть вот это и называется действовать осознанно. Дальше что происходит? Человек от незнания, он раз попал, с ним произошло, он выскочил на страхе. Бывает такое, зашел, он перетерпел, вышел. В следующий раз снова идти в этот магазин. Мозг снова, ты заходишь, он боится. Понимаете? И либо человек не идет в магазин. То есть у него идет картинка, туда не иди, там вот с тобой будет это происходить. Человек этого боится, он туда не идет. А значит что? А значит ситуация не будет меняться, потому что он туда не идет. Потому что это я называю проходы. Сколько бы мы себе не говорили, не встраивали убеждения, да, мозгу, сколько бы мы не говорили, что магазин это классно, хорошо, у нас, как я рассказывал, есть два мозга. Один тренируется убеждениями, а второй тренируется только проходами. И никак иначе. Пока ты не пойдешь в тот магазин, не сходишь туда несколько, образно, десятков раз, не перетерпишь этот страх, чтобы осознать, что ты не умер, делая выводы, когда тебя отпускает. И вот так в этот рептилоидный шишковидный мозг приходит осознание того, что здесь не опасно. Раз за разом он боится, раз за разом ты идешь, раз за разом ты выдерживаешь страх, при страхе тебя крутит, ломает там и так далее, не имеет рука, там все по набору, да, но ты выдерживаешь этот страх. Как бы сказать, как я где-то в своих роликах, когда раньше снимал, я сказал, что в этом расстройстве тебе нужно 1000 раз умереть, и тогда ты только возродишься. Потому что каждый страх, как 50 на 50, один из страхов это связано со страхом смерти. Те будут казаться каждый раз, что ты там сейчас умрешь, сейчас у тебя сердце станет, еще чего-нибудь, ты задохнешься там и так далее, понимаете? Но это все идет вот катастрофизация, это все идет такой, как обман. Понимаете? И вот здесь нужно всегда идти вопреки самосохранению. Если бы, например, вот была реально опасная ситуация, да, например, вы зашли в магазин, а там какой-нибудь неадекватный человек с каким-нибудь там холодным оружием или с огнестрельным, то это реальная опасность. Вот здесь правильно, нужно там выбегать, прятаться и так далее. То есть это реальная ситуация. А когда ты заходишь в магазин, а там ничего угрожающего тебя нету, а мозг этого боится, понимаете? Вот. И вот так проходишь эти ситуации. Для чего этот мозг делает? Вот насколько
насколько мог, я как бы попытался вам объяснить, почему так происходит и почему мозг делает. Также вы найдете на нашем канале еще где-то, я думаю, будут пояснения, мои выводы и объяснения, почему так происходит. Так, кто не подписывался, подписывайтесь на канал. Если кто-то не подписывался, то подписывайтесь. Вот. Ставьте, да, лайки, пишите комментарии. Кто может финансово поддерживается, номер карты у нас вывешен. Так. Для чего это? Висят, боятся Так, спросить. Адил, здравствуйте. Очень хорошо объясняете. Еще, что бы еще хотел? Так, это оно, идешь по накатанной, потом остановишься, бам. Да, еще хотел сказать, это для людей как бы то, что я рассказываю, вот то, чему обучает наш канал, то есть я вам передаю знания, вообще это нужно для всех людей, особенно в наше время, особенно вот в это время, в котором мы находимся, потому что окружающая нас ситуация, она не радует людей. То есть, по факту, получается, люди находятся в постоянном стрессе. Именно стресс из-за происходящей ситуации, которая вокруг нас. Второй интересный момент. Сейчас нужно принимать. Смотрите, ну, омегу и витамины В вы можете принимать, это как бы будет не во вред. Да, там есть такой магний как бы для нервной системы. Я как-то тоже пил там пару раз, но я как-то веровал в себя, я понял одну вещь, что это все в моем мозгу. И что всякие там таблетки, витаминки там, да, они там как-то, каким-то образом там помогают, но главное это твой мозг и вся твоя сила это в тебе. Но это мое такое личное убеждение было сформировано в этом неврозе, когда я с него выходил. Поэтому я и говорю, мне когда выписали около 6 препаратов там, и нужно было пить там около 9-10 таблеток в течение дня, там утром, в обед, вечером, то я их все поставил в тумбочку, а потом, ну уже потом со временем выкинул там через полгода или через сколько. И я понял, что сила в нас, сила во мне, сила у тебя внутренняя сила, и нету силы равной этой силе. А почему я так стал думать? Был такой момент, я пару раз, вот у меня был один из препаратов, выписан кутипин, назывался, такие маленькие красные таблеточки, кутипин. Еще его могут называть куципин, по-моему. Да. Вот. И я пару раз, ну, этот препарат выпивал. И у меня вот сильно одно время, вот поначалу, был тревожный мозг, и у меня башка, вот такое ощущение, вот что она у меня лопнет. Так сильно тревожился мозг, были болевые ощущения, оно как будто у тебя голову распирает. И такое, как я говорил, ощущение, вот как зрелую черешню, да, вот нажимаешь, если пальцами нажать, то она во все стороны брызги летят, так, только косточка остается. Так вот, у меня было такое ощущение, что моя голова, она лопнет. А ты этого боишься, конечно, у тебя страх перед этим. И я помню, вот беру эту таблетку кутипина, выщелкиваю, да, пластинка была, я выщелкиваю с этой пластинки, выпиваю, а у меня, я так понял еще со временем, я как-то пил таблетки, а потом их бросил, у меня, видно, сформировался страх к препаратам, потому что ты в тревожном расстройстве там побочки начинаешь считать, и ты нагнетать себе страх начинаешь.
И я выпиваю этот препарат, эту розовенькую, она такая маленькая, розовенькая такая таблеточка. И я выпиваю, и я вижу, что у меня мозг не успокаивается, а у меня тревога, вот именно в голове, вот тревожный мозг еще сильнее становится. И я думаю, ни хрена себе, какая сила мозга. А кутипин, если вы знаете, это, по-моему, это нейролептики, это серьезный препарат, который по роду своего воздействия теоретически должен был там нагнать туман в мой мозг, как бы сделать такое, скажем, туман, отключить мышление вот это, от которого у меня распирает мозг. А получается как бы эффект наоборот. Я выпиваю, а страх становится еще сильнее. И вот тогда я понял, что наш организм, он сильнее всех препаратов. Что вся сила это внутри тебя. И только остается эту силу обуздать ее, взять ее как бы как лошадь осадить, да, когда такая резвивая лошадь, неуправляемая, непослушная, и ее объезжают, то есть ее подчиняют под себя, чтобы она начинала тебя слушаться. Вот точно так нужно было, ну, мне учиться обуздать этот мозг. Вот этот мозг. И вот, наверное, я после этого понял, что препараты, они, ну как вам сказать, что нету в них силы, что сила вся внутри себя. Вот. Еще потом, я помню, Анне писала, говорю, Анна, а может ли случиться инсульт, да, вот от этого, что вот эта боль там, она написала нет. И еще вот как один из моментов, я думаю, ну если я не умру, инсульта не будет, вот от того, что распирает мою голову, вот это состояние, что как бы летального исхода не будет, так думаю, ну и зачем мне тогда вот эти пилюли пить, тем более они меня не берут. Вот. Но я, кстати, потом пил второй раз, еще пил, вот еще был момент, второй раз пил. Где вот это полное понимание пришло, что зачем они мне надо, наверное, после того, когда я спросил у Анны, я говорю, вот я выпил препарат, как бы, ну, у нее спрашиваю, а у меня мозг начинает еще сильнее тревожиться и сильнее голову распирать. Она понимала, что это работает страх перед препаратами, она мне объяснила, что я не умру, и второй момент сказала, когда вы будете выпивать этот препарат в следующий раз, говорите мозгу, что это классно и хорошо. И вот через какое-то время я как бы их принимал пару раз ситуативно просто. И больше, я вам скажу, какие-то препараты, как и эту лирику, я пил для эксперимента. Скорее, как для эксперимента, посмотреть, как оно все это работает. И вот второй раз, когда я эту лирику выпиваю, я ложусь, у меня мозг распирает, все начинает как бы чуть-чуть сильнее начинать тревожиться, я начинаю с ним разговаривать. Я начинаю говорить, как классно, как хорошо, что эта таблеточка поможет, типа, успокойся. Я реально разговаривал со своим мозгом, как будто нас два, да, я есть я, а мозг есть мозг. И я с ним вел диалог. Я его начинал успокаивать, говорю, это все классно, хорошо, не бойся, ничего не случится. И я заметил, что уровень моего страха, вот этих проявлений тревожных в башке, но не стало увеличиваться. А то есть вот этот тревожный мозг, уровень этой тревожности в мозгу, он остался на том уровне, на котором он и был. Понимаете? И, скорее всего, я сделал этот вывод. Я подумал, вот я там выпил таблетку, оно усилилось, еще больше стало. А здесь я выпил таблетку и начал разговаривать с мозгом,
То есть я начал менять свое убеждение, и мозг не растревожился сильно. И я понял, что это не таблетка, вот, как бы сказать, сработала, а, скорее всего, сработал я, разговаривая с мозгом. И тогда, скорее всего, я понял, это один из моментов, что если я не умру, то зачем мне эта таблетка? И второй, скорее всего, момент это был, что если я могу им управлять, то зачем мне эта таблетка? Если он меня слушается, понимаете? Вот. Вот такие вещи вот я вам рассказываю со вспоминаний, которые со мной происходили, хотя это уже прошло, это я вышел, подожди, каком-то это с 20 на 21, а уже, ну да, вот мне я 44-45 я выходил, то есть это был год выхода меня с этого расстройства. Когда мне было 44 года, и вот когда стало 45, ну, скажем образно, 44-45 это год выхода с этого расстройства, а сейчас мне уже 49, почти 50, то есть уже, грубо сказать, это было 5 лет назад. Вот это было 5 лет назад. Но, видите, помню, сохраняется знание, мелкое стирается, вот почему, когда не пользуешься психологией, то очень тонкие такие моментики мозг убирает. Дело в том, что мы так устроены, то, чем мы не пользуемся, мозг закидывает в библиотеку основное, туда сбрасывает, куда-то, ну, у нас туда в библиотеку, а тонкие такие неважные моменты он стирает, то есть они как бы исчезают, вот, эти знания. Почему? А в этом расстройстве очень такую немаловажную роль, такую ключевую играют именно тонкие моментики. Вот именно тонкие моментики. И поэтому я помню, почему мы делали канал, то есть я буквально только вышел с этого расстройства и стали создавать канал, я как бы не хотел вот забыть все эти тонкости. Я хотел все свои знания перенести вот на гаджеты, да, чтобы я понимал, что потом я что-то забуду, но на данный момент мы это все запишем, и оно все сохранится. И оно все сохранится. Вот. Так, поддерживайте канал по возможности. Ставьте, да, лайки, если нравится. Если не нравится, ставьте дизлайки. И подписывайтесь. Кто только зашел на канал, подписывайтесь, потому что потеряете канал. Потеряете. И перепроверяйте подписку, потому что бывают такие моменты, ты щелкнул, да, подписался, но как бы не зафиксировал, YouTube тебя не зафиксировал, как бы проигнорил, и возможно можете не попасть на подписку, то есть зайдете, а канала нету, поэтому перепроверяйте. Еще такой момент, для людей, которые не могут на YouTube приобрести программу, есть ссылка на Boosty, это в основном относится к россиянам, потому что у них блокируется YouTube, и там практически ничего невозможно им сделать. Все блокируется. Перейдя на Boosty, у вас будет возможность, там у нас полностью записана программа, и ее можно приобрести и спокойно смотреть. По-моему, там у вас в России Boosty он доступен, да, Слава? Там можно смотреть Boosty? В России. В России, конечно, можно смотреть без проблем. Вот это для России, Boosty. Есть ссылка на Ютубе. На главной странице. На главной странице нажимаете и переходите на Boosty. И вот там можете спокойно смотреть, ничего не будет глючить, да, там ничего Да, там не будет дергать, как бы. Платная подписка. Да. Ну там, Месяц, да. платная. Пошли на эти меры, потому что как-то нужно, да, тоже все существовать. И думаем так, чтобы канал вообще не угас. Нужны финансовые средства.
Поэтому думаем, делаем, как Да. это все, так как бы, да. Полная программа по выходу с невроза. Сколько там видео? Около Ой, 70? Около 70 видео коротких. Да, там смотрите на Бусти, как и на Ютубе, разные программа темы. по выходу с тревожного расстройства. Что заключает в себе программа? В программе там сжатые ролики, что происходит и что делать. Как бы они там, сколько, 10, 10 по минут, 7 минут. 15 минут, Разные там, темы. да, да, да. Каждый найдет свою тему и будет Как, смотреть, как искать, заходите и начинается по названию, как бы выбирать, что вам и, подходит. да, что вам подходит, смотреть, и вот если видите в ролике, и вот это у вас происходит, про то, что я рассказываю, значит все, смотрите его. Там Потому- много роликов Да, на много, одну и ту да. же тему. Допустим, один ролик тема, и там второй, третий, четвертый пошло. Оно Там, всё например, про развивается. депрессию 4 будут ролика, ну, образно, 4-5, все будут про депрессию, образно там. Про тревогу там тоже 3 ролика или 6 роликов. То есть, но здесь самое главное понять, смотрите, Всё друг друга цепляет. многие не будут понимать, думают, программа это вот должно все в ряд стоять. Один, Вот два, эта три, идея людей, что должно быть, вот ты зашел и вот сразу тебе показывают, что у тебя, и ты Взял смотришь, и листик, да. взял ручку. И взял ручку, листики, И ты делаешь. потом Это, ребята, сейчас. не так работает, потому что все находятся на разных стадиях, а значит, у каждого будет происходить свое. И исходя из этого, значит, вы заходите в программу и по названию роликов идешь и ищешь. Надо тебе депрессия, ищешь ролики с депрессией. Понимаете, там образно. Ну и, конечно, начиная смотреть, оно еще, я вам скажу, это расстройство, оно не не имеет чего-то отдельно. Поэтому по сути своей надо постепенно пересматривать все. Потому что оно одно, второе, третье, четвертое, пятое. Как бы постепенно надо пересматривать все. Вот. Так, может что-то где-то какие-то вопросы пропустил? Так, если есть еще какие-то вопросы, задавайте, как бы, если тапчет отключен, для включения тапчета нажмите, а что это за тапчет, Слава? А? Тапчет какой-то выскочил, для включения тапчеда какого-то, что включен Тачпада, не, ничего да не что? надо. Ничего. Тачпад, ну нормально. На компьютере то вот эта вот штука, тачпад, она отключена. Макс, 10 Чтоб лет не мешало. симптомы, это точно не А невроз. невроз. Конечно. Невроз. Как работать с тревогой? 10 лет симптомы, это точно о неврозе. Ну, вы же тоже понимаете, что невроз, он же не то, что у тебя там все сразу происходит. Это постепенно, поэтапно ты туда закручиваешься. Да? Сначала начинается там с панических атак образно, а потом начинает постепенно подсоединяться там все остальное, там агорафобия, например, плюс к паническим атакам, потом уже психосоматика добавляется, и вот оно у тебя как снежный ком начинает накапливаться, и ты вот это все у себя приобретаешь, оно все меняется, все с тобой происходит. Смотрите, Адил, как работать с тревогой. Тревога там разная. Тревога там разная. На ваш вопрос, как ответить с тревогой, мне сложно. Мне нужно понимать ваш уровень тревоги, чтобы ответить на вопрос, как работать с тревогой. Если тревога такая волновая, тебя кроет, то ее просто выдерживаешь, эту тревогу. Ее выдерживаешь, пока не дойдешь до средней фазы, когда будет тревога от тревоги, она будет на одном уровне, ни вверх, ни вниз. Это я излагаю из себя, со своих наблюдений, как было у меня. То есть определяю, как оно было, и поэтому я там делил на уровне тревоги, и при каком уровне, как бы, как работать. Дело в том, что когда тебя кроет, там ничего невозможно сделать, там нужно просто терпеть ее, перетерпеть, не убегать от нее, не пытаться от нее избавиться, не избегать. То есть вот это не делать охранительное действие, а выдерживать, вот.
Так. Ну, отлично. Так. Так, если еще есть вопросики, задавайте. Сейчас число зрителей 11. Мгм. Ну, Сильно и выдерживаешь и средних, низких работаешь с ними. Смотрите, сейчас объясню. Когда у тебя сильная тревога, она идет, как вам сказать, волнами, да, вот оно раз, понизилось, потом снова волна, понизилась снова. Здесь просто учишься не реагировать. Даже когда понизилась, ничего с ней не делаешь. Терпишь ее, не избегаешь, терпишь, осознанно терпишь. И проходишь вот эту стадию, вот, смотрите, оно сначала как идет, как паническая атака. Тебя кроет, отключаются мозги, все, там ты ничего не сделаешь, потому что ты соображать не можешь от слова совсем. Ты не можешь подумать, все. Там просто и выдерживаешь ее. Тебя кроет, а ты этот страх выдерживаешь. Потом она обязательно пойдет на низ. Тебя отпускает. И ты осознаешь, ага, я не умер, со мной ничего не случилось. И вот так этими волнами она тебя будет крыть постоянно. Вот волна за волной. И ты вот это все выдерживаешь день за днем, день за днем. Она постепенно будет начинать осаживаться, то есть ее уровень, он будет понижаться в плане каком. Вот эта волна, когда тебя начинает накрывать, она гонит тебя вверх, но вы заметите со временем, что эта волна будет доходить вот до определенного уровня, она как бы, как вам объяснить, вот как если вы были на море, да, и когда волны, шторм, да, вот идет большая волна, вот кроет большая волна, потом, когда уменьшается шторм, сила ветра уменьшается, волны начинают уменьшаться, они меньше, и вот так приходишь в штиль, да, приходит в штиль. Вот эти волны будут крыть до той фазы, пока вот потом они спадут, вот эти волны, вот когда у тебя страх гонит вверх, они потом спадут, потом ты попадаешь вот в такую фазу трясучки, когда тебя будут колотить, вот как паралитика. Я помню, это вот ты сидишь, а тебя просто колотит. И я помню, ты вот этому колотуну, ну, тебя тревога, вот она как бьет тебя колотит. Я помню, я и пробовал сопротивляться, вот я пытался в руки взять, но чем больше вы будете сопротивляться, тем больше вы будете выматываться. Тревоге не нужно сопротивляться, потому что тревога это и есть ты. И вот ты выдерживаешь, тебя будут колотить, я помню, меня и 20 минут колотило, может и полчаса, ну вот в моей памяти примерно такое временное осталось. Я думаю, время будет разное. Кого-то может больше колотить. Может меня один раз полчаса колотило, другой раз там 20 минут колотило, третий раз может час колотило. И что интересно, эти вещи вот, они тебя вот как панические атаки у тебя будут и днем, и вырывать ночью у тебя тоже будут. Паника крыть. Вот, но ночью, во-первых, ты спать не можешь. У тебя сна как такового нету. Если ты где-то будешь чуть-чуть отключаться, то не до конца, это такая фаза поверхностного сна. То есть, по большому счету, у тебя сна нету. Ты в таком находишься, как говорится, 24/7 постоянно вот в этом состоянии. Тебя швыряет, у тебя всплески, тебя ночью подрывает. Я помню, когда не знал, как работать, как действовать, я бегал в ванну мыл. Я это уже 100 раз рассказывал. Я, чтобы своих не разбудить, как-то я понимал, что если я тут начну свет включить и так далее, проснутся вся семья моя. Поэтому ванна это было как такой, как спасение. И я там мочалкой ее мыл, и когда меня отпускало, я думал, оба, я спасся, понимаете? А уже когда понимал, как это работает, вот меня со сна вырывает и начинает крыть, а я просто выдерживаю, перетерпливаю. Тебя раз, оно вверх гонит, кажется, все, тебя сейчас будет, там сердце может молотить, там что угодно. Потом раз, тебя отпускает, и ты это запоминаешь, что ты не умер, ничего. Самое страшное, это принять паническую атаку самый первый раз. Потому что в твоем сознании, что ты умрешь. Вот как только дойдет до апогеи, да, вот тебе кажется, что как только оно зайдет за какой-то уровень, то тебе будет все.
то есть ты умрешь. И поэтому человек, он каждый раз пытается сбить ее, вот, не дать ей дойти до определенного уровня. То есть это называется, он делает охранительное действие, избегание. Он все время не дает этой волне дойти до конца, когда его кроет. Но это ошибка. Вот это, я еще помню, книжка такая была, брошюрка. Замкнутый круг тревожности, она называлась «Не кормить обезьяну». Это про замкнутый круг тревожности. Почему человек не может выйти из тревожности, потому что вот бегая по кругу, каждый раз избегая этой волны, он получается как кольцуется. Он как хомячок в барабане бегает, 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 бегает. Ему кажется, что что-то меняется, но на самом деле ничего не меняется. То есть вот это избегание все время делает, ты как в замкнутом кругу бегаешь. И вот каждый раз, когда тебя кроет, нужно перетерпливать это, дать ей дойти до конца. Перетерпел, обратил внимание, тебя отпустило, запомнил, ты не умер. То есть ты зафиксировал для себя в мозгу, проанализировал, зафиксировал. Вот. Как представлять это? Сильную выдерживаешь, как работать с тревогой. Сильную выдерживаешь и средних, низких работаешь с ними. Вот смотрите, Адзил, я объяснил. Пока вас будут штормить, вот эти всплески будут крыть, Машу не надо представлять. Машу вы будете представлять, когда вы увидите, что вы боитесь самой тревожности. Это называется тревога от тревоги. Вы придете к такому этапу, когда вы не будете хотеть вот этой тревоги. Вы будете бояться, чтобы она у вас не запускалась. Потому что она вас вымотала, потому что вы уже не можете терпеть, потому что уже у вас нет сил от этой тревожности. И ты будешь бояться самой тревожности. Она вот такая, она включалась, она одного уровня, она не двигалась ни вверх, ни вниз, но она с тобой как бы круглосуточная. Дело в том, что вот когда ты на скачках, там как-то полегче, ты не осознаешь, тебя накрыло, отпустило, то есть вот фазы эти как-то меняются, да, хотя там оно сильнее и страшнее немного, но вот для меня самое выматывающее было, это вот именно тревога от тревоги, когда она ни вверх, ни вниз, и вот эта пониженная тревожность, вот тогда оно там и возникает вот эти чувства, то, что я раньше говорил, когда ставят диагноз вот этой анемии. Вот когда нет сил, что это как бы анемия такая, когда у человека нет сил. Но на самом деле это вот делает тревожность, тревога от тревоги как бы. Она выматывает, она такая зараза, она как будто, как вам вот объяснить, чтобы вы поняли. Вот хочу одно слово заменить, как бы, чтобы она как бы над тобой издевается постепенно, не спеша, поэтапно. Она как будто над тобой издевается. Скажем так, она как будто медленно тебя закалывает, как кабанчика. Именно вот этими, вот я бы описал это так, это как такое медленное мучение, она как будто над тобой издевается, вот она медленно тебя прибивает постепенно, вот не торопясь, вот как издевка такая, вот это вот тревога от тревоги, она, выматывает, она выматывала, вот да, конкретно. И вот когда ты ее боишься, а вот страх он и вызывает эту тревожность, ты же ее боишься, и этим самым запускаешь страх этой тревожности. Понимаете? Вот оно как работает. И вот эти Машу, вот эти лодочки, это все я придумал сам, потому что на этом этапе ты, когда обучаешься психологии, я уже тоже понимал, как что происходит, уже где-то местами смотрел какие-то, уже мог смотреть
каких-то психолога там посмотреть, еще чего-то, сложить свои ребусы, как бы, ну, сделать вывод. Умел уже анализировать, понимать, как это происходит, и искать какие-то методики, которые бы помогли мне именно, вот, например, тревога от тревоги, справиться вот с этой тревожностью, где тревога от тревоги, потому что ты ее боишься. А пока ты ее будешь бояться, она у тебя будет включаться. Вот этот замкнутый круг. И то, что говорят, прими, это все ерунда. Прими это, когда тебя кроет, это одно. Но когда ты попадаешь в фазу тревоги от тревоги, если тебе сказать прими, вот мне бы, если бы сказали прими, так мне лучше было пойти утопиться, понимаете? Потому что ее невозможно принять, потому что ты ее боишься. Вот этот замкнутый круг. Как мне ее принять, если я ее боюсь? И вот я понял, что мне ее нужно обесценить. Бороться с ней бесполезно, потому что тревога есть. Ты чем больше ты борешься, тем больше ты выматываешься. А мне ее нужно как-то обхитрить, обойти, переиграть ее мне нужно. Вот я что понимал. Вот как два шахматиста, да, садятся и интеллектом начинают друг друга хитростями там как-то обыгрывать, кто кого обыграет. И я понимал, что передо мной очень хитрый и коварный враг тревога. И мне именно надо как-то ее переиграть, обесценить, чтобы я перестал ее бояться. Потому что мой страх и создает эту тревожность. Вот. Так. Ну что, так, кто не подписывался, подписывайтесь на канал. По возможности поддерживайте, кто может, канал. Ну что, будем заканчивать, Слава? Не знаю. Да. Да? Потому что уже тоже, да, подустало трохи. Так, ну что, на сегодня будем заканчивать, как бы. Будем заканчивать. Ссылка на бустер есть на главной странице. Да. На бустер есть на главной странице, поэтому нажимается, переходится на бустер. И кто не может на ютубе пользоваться этим всем, на бустере у нас есть программа, там около 70 видео, поэтому можете пользоваться. Вот. Подписывайтесь. Там платная программа, подписка Да. на месяц. Да, подписка на месяц, там рубль. Так, всем добра, классный эфир. Так, всем тоже добра, ребята, и сохранять в этом, скажем, в этой неизвестности, в этом мире, учитесь через тренировки сохранять ясность ума, спокойствие, потому что если будет тревога, она работает по мозгу, как я называю, создается спутанное сознание. Ты даже не можешь ничего толком соображать, а значит, ты не можешь принять каких-то рациональных действий. И если ты тревожишься, в конце концов, от того, что понижается уровень серотонина, ты перейдешь в фазу, я замечал такие вещи, еще угнетенного сознания. Это как бы отчасти немножко депрессивное мышление попадешь. Поэтому всем умение сохранить спокойствие в любых ситуациях. Вот. Все, до свидания. Все, до свидания, до следующих встреч.